Привет всем! Вы на канале Families. Сегодня поговорим о том, какие 7 фраз нужно говорить ребенку каждый день. Мы разговариваем с нашими детьми ежедневно, и среди всего того, что мы говорим, есть то, что важно, что не важно, что повлияет на его жизнь и что не очень повлияет на его жизнь. Но я гарантирую, что если каждый день вы будете говорить 7 фраз, которыми я сейчас поделюсь, ваш ребенок вырастет спокойный, уверенный, счастливый, он ничего не будет бояться, и вы будете первым, кто узнает о том, что с ним происходит в жизни. Фраза номер 1. «Я люблю тебя». Я думаю, что я не открыла никакой Америки сейчас, если скажу, что эту фразу нужно говорить ребенку каждый день. Я просто добавлю, что ее нужно говорить много раз за день. Просыпаясь и видя ребенка, вы говорите «я люблю тебя». Проходя мимо чистить зубы в ванную, вы встречаете его дома в квартире и говорите «я люблю тебя». Уходя на работу, вы говорите «я люблю тебя». Приходя с работы или забирая его со школы, первое, что вы говорите «привет, я люблю тебя». Это фраза, которая говорится не просто каждый день, она говорится по много раз в день. И она дает ребенку уверенность в том, что его любят. Поэтому, пожалуйста, говорите своему ребенку фразу «я люблю тебя» как можно чаще. Фраза номер 2. «Мы счастливы, что ты у нас есть». Знаете, мы думаем, что дети это знают, но на самом деле они будут невероятно удивлены, очень приятно им будет, и они будут больше испытывать уверенности в себе, когда вы скажете фразу «мы счастливы, что ты у нас есть». Именно о таком ребенке мы мечтали, и никакого другого даже себе и не хотим. И эту фразу действительно нужно повторять каждый день ребенку, потому что это не то, что само по себе подразумевается, это то, что нужно говорить, слышать. В этот момент вы начинаете действительно чувствовать, что вы счастливы, что он у вас есть, а он в этот момент радуется тому, что он не просто так, не случайно появился в вашей семье, на этой земле. Это наполняет его силой, радостью. Иногда нам всем свойственно сомневаться в себе. И все, кому не лень, говорят нашим детям, что с ними что-то не так. И когда мы им говорим, что мы счастливы, что ты у нас есть, что мы хотели именно такого, как ты, они начинают в это верить, становятся более уверенными день ото дня. Ты самый красивый в мире, и ты самый лучший в мире ребенок. Поверьте, и хотя часто говорят о том, что для мамы или для папы лучший ребенок – это ее ребенок, бывает так, что у нас в семье один ребенок, и мы не говорим ему, что он самый красивый в мире, потому что боимся избаловать, или боимся, что корона на голове вырастет. У нас у родителей много страхов, которые мешают нам проявлять свою любовь, которые укрепляют уверенность в детях. Поэтому не бойтесь, говорите своему ребенку, что он самый красивый. А если у вас 2 ребенка в семье, то каждому из них нужно отдельно говорить, что ты самый красивый и ты самый красивый, но не одновременно. Сначала одному, потом где-то другому. И поверьте, лишним не будет, если вы скажете это несколько раз. Ты самый красивый, ты самый лучший в мире. Это сделает вашего ребенка счастливее, увереннее, спокойнее. Если вы говорите это каждый день, то это не принесет ему гордыню, он не загордится, это не станет чрезмерно влиять на его самомнение. Наоборот, это просто капелька по капельке каждый день добавит ему уверенности. И он вырастет спокойнее, гармоничнее, легче будет воспринимать мир, жизнь, у вас будут лучшие отношения. Очень простая фраза «ты самый лучший в мире» или «ты самый красивый в мире». Мы не замечаем того, как навешиваем своим детям какие-то комплексы, когда говорим, что с ними что-то не так или какая-то часть их тела не такая, как нам казалось бы, была красивая. Да? И поэтому лучше сделайте с точностью наоборот. Похвалите ту часть тела, которую вам прям не терпится выделить. Да? Самые красивые глаза, у тебя такая форма ушей, все будут тебе завидовать. Придумайте что-нибудь, если уже не можете удержаться. Но лучше в контексте похвалить, чем сказать, что с ним что-то не так. Ты самый талантливый в мире. Почему важно ее говорить? Потому что когда дети растут, каждый день они сталкиваются с тем, что что-то у них получается, что-то не получается. А у какого-то ребенка этого же возраста может что-то быстрее получиться, например, говорить начал быстрее, или писать начал быстрее, или читать. И дети иногда сомневаются в своих силах. Но когда они очень маленькие, они говорят «я могу все».
Я могу и ракету построить, и в космос улететь, там, купить самую дорогую машину в мире, и у меня получится, и я на гору залезу, я поезд подыму. Они верят в то, что их сила безгранична совершенно. И наша с вами задача не разуверять их. У них все хорошо с критическим мышлением. Они поймут, что поезд он не может сдвинуть. Но если мы каждый день будем им говорить, что не-не-не, ты это еще не умеешь, или у тебя это плохо получается, то это не будет их никак подталкивать, что ли, да, к тому, чтобы они стремились. Не нужно говорить ребенку, что с ним что-то не так, что у него что-то не получается, что он еще для чего-то не дорос, или он что-то еще не умеет делать. Он и сам это понимает в какой-то момент жизни. Но если каждый день вы говорите ребенку и подчеркиваете то, что получается у него лучше всего, что он талантлив в том, как говорит, в том, как смотрит, в том, как живет, в том, что он делает, в том, как он улыбается этому миру, в том, как он общается с другими людьми, знаете, это добавляет каждый день ему уверенности, целостности. И когда он вырастет и придет время реализовывать себя и свои таланты, ему даже в голову не придет, что у него что-то не получится. И он сможет добиться очень и очень многого в этой жизни. Знаете, нам часто не нравится, что делают наши дети. Иногда мы встречаем сопротивление с их стороны. И они протестуют, говорят, я не хочу, я не буду. Мы настаиваем, и они подчиняются нам и делают. Иногда не подчиняются, открыто бунтуют. И я всегда говорю родителям и говорила своим детям практически каждый день. Знаешь, если ты действительно чего-то хочешь, имей смелость делать это. Ты можешь быть не согласен со мной. Вот эта вот смелость – это очень важный момент. Потому что бывает, мы принимаем решения, которые влияют на всю нашу жизнь. Вот эта фраза «имей смелость делать то, что ты хочешь», она очень важна для ребенка, потому что по жизни, когда он будет расти и жить, и будет уже взрослым человеком, он столкнется с тем, кто его будет одобрять или не одобрять, кому будут нравиться его поступки или не нравятся его поступки. Но внутри у человека должен быть стержень. И если он действительно считает, что то, что он должен сделать, должно быть сделано, или то, что он хочет сказать, изменит ситуацию, он не будет бояться это делать, он будет двигаться вперед, и таким образом он большего добьется в жизни, не оглядываясь ни на кого. Вот почему важно говорить: имей смелость делать то, что хочешь. Зачем нам нужна эта фраза и почему ее нужно говорить ребенку каждый день, пока он растет и пока мы вместе с ним живем? Это для того, чтобы он действительно, если что-то с ним произойдет в жизни, не боялся к нам прийти. Каждый день, когда мы говорим, она прямо на подкорку записывается, и первое, что им приходит в голову, с кем можно поделиться, если вдруг проблема: о, мама или папа, тот человек, кому я могу доверять. Никогда не используйте информацию, которую вы получили, против детей. Никогда не говорите фразы типа «а я ж тебе говорил», или «я тебя предупреждал», или «сколько можно об этом говорить», потому что второй раз он к вам не придет. А всегда поблагодарите его за то, что он пришел и сказал вам. И прежде чем дальше что-то говорить, 10 раз подумайте, что вы скажете, и будет ли это в пользу вашего ребенка, или это будет просто что-то такое, что в следующий раз его к вам не приведет. Когда наши дети растут, у них появляются секреты, или появляются ситуации, которых мы уже не знаем. Иногда эти ситуации выходят из-под контроля. Они могут говорить друг другу обидные вещи в школе там, или в детском саду, или они могут стать участниками там, компании, которая издевается над кем-то, да, или быть теми, над кем троллит, да, кого троллят там, в школе или в детском саду. Это не всегда дети, иногда троллят педагоги. И он уже начинает о себе думать, что он такой и должен быть, что так в жизни такие правила, что это все нормально, что вот так и должно быть. Но нет, не так. Когда он знает, что есть в мире человек, который его поддержит, он вот в этот момент сомнений или мысли о том, почему так происходит, он придет к вам и расскажет. А вы скажите: спасибо, что рассказал. Давай подумаем, как можем справиться с этой ситуацией. И если вдруг когда-то что-то произойдет, что заденет твою честь, достоинство, или будет влиять на жизнь тебя или других людей вокруг тебя, скажи мне об этом. И мы всегда придумаем, как наилучшим образом решить эту ситуацию. Говорите об этом со своими детьми каждый день, по чуть-чуть, ненадолго, но так, чтобы вы первыми всплыли в их мозге, когда они подумают, что стоит бы с кем-то на эту тему поговорить. Зачем нам нужно говорить эту фразу?
Знаете, когда наши дети выходят в мир, они встречаются с множеством людей. И у этого множества людей есть представление, что правильно, что неправильно. Они не в идеальных условиях выросли. И часто вместо того, чтобы поговорить, взаимодействовать, как-то разобраться, им проще сказать: ты плохой, ты неправильно поступаешь, у тебя ничего не получилось. И наши дети, когда слышат это со всех сторон, они начинают верить в это. Именно эта фраза «никогда не верь никому, кто скажет тебе, что ты плохой, что у тебя плохая память, что ты бездарь, что ты неумеха, что у тебя что-то не получается», позволит вашему ребенку не сомневаться в себе тогда, когда не нужны эти лишние сомнения. А еще критично относиться к мнению других людей о себе. Я иногда говорю детям, что, знаете, никто не сидит в вашей голове, и они не боги, чтобы оценить, насколько вы хороши или насколько вы плохи. И что к каждому человеку нужно относиться так, как будто он самая большая драгоценность в мире, и с ним априори все очень хорошо. И с тобой в первую очередь тоже все хорошо. Поэтому эта фраза позволит вашему ребенку быть более уверенным, не есть себя поедом, что с ними что-то не так, 10 раз переосмыслить, если он слышит эту фразу со всех сторон, может быть, действительно нужно что-то поменять и улучшить свое поведение или способ общения, изменить как-то с другими людьми. Или иногда сказать: знаете, со мной все в порядке, и двигаться дальше по своей жизни, по своему пути. Конечно же, эти 7 фраз просто капля в море из того большого общения, которое у нас есть с детьми каждый день. Но поверьте, мы выбрали 7 самых сильных, самых влиятельных. И если вы будете говорить их каждый день своему ребенку, он вырастет уверенным, спокойным, гармоничным, целостным, будет знать, чего хочет в жизни, и спокойно по ней идти. Подписывайтесь на наш канал, задавайте как можно больше вопросов, а мы будем счастливы знать, что мы помогаем вам и что мы полезны для вас. До встречи!